Полгода назад, идя по улице и проходя мимо мусорных баков, я заметила толпу детей возле картонной коробки. Я подошла поближе и увидела такую картину. В этой коробке лежал щенок, весь напуганный и дрожащий от холода. Ну и, конечно, я не смогла пройти мимо и тут же забрала эту коробку и понесла домой. Я с большим опасением принесла щенка домой, потому что Веня у нас не совсем адекватно реагировал раньше на других собак. Он пытался отстаивать свою территорию. И тут маленький ребеночек, еще можно сказать, и я как-то опасалась. Но после того, как я помыла хорошо щенка, закутала в полотенце, и Веня просто принялся охранять ее. Это оказалась девочка, малышка маленькая, месяца 2 максимум. И все это время, пока она лежала, закутанная в этом полотенце, он от нее не отходил, пытался согреть. И, конечно, Веня для меня открылся с другой стороны. Малышку я сразу же обработала, хорошо искупала, осмотрела на наличие каких-то повреждений, болячек, но ничего такого не было, слава богу. Она просто была очень сильно напугана. И, честно говоря, я до сих пор без слез не могу вспоминать ту картину, эту коробку. Это, конечно, бесчеловечный поступок, кто так с ней поступил. И была идея отдать ее в добрые руки, потому что мы не думали о второй собаке никогда и как-то все-таки опасались этого момента с Веней, тем более девочка. Но просто глядя на нее, у меня не поднялась рука, и мы решили оставить ее себе и дальше заниматься ее судьбой. Полдня вот так малышка пролежала, она не вставала, потому что, видно, у нее был очень большой стресс. И Веня все это время ни на минуту ее не оставлял одну. Он постоянно ее пытался укрывать, если она раскрывалась, постоянно пытался ее согреть и всячески ее охранял и оберегал. Здесь уже прошла неделя, как малышка живет с нами. Она, конечно, маленько подосвоилась, чувствовала себя отлично, кушала хорошо, никаких явных признаков каких-то болезней или чего-то нехорошего не было. И они вместе дружно с Веней начали жить.
Спустя еще пару недель малышка совсем освоилась, и я надеюсь, что забыла то, что с ней случилось в самом начале. Оказалась очень игривым ребенком, не давала вообще спокойной жизни Вене. И назвали мы ее Луна, наша маленькая Лу. Теперь эта пара неразлучников, они все делают вместе, они спят вместе, едят вместе, чего раньше Веня не позволял никому и никогда. У нас был опыт, когда у нас гостила другая собака, и Веня очень ревностно относился к тому, что кто-то ест его чашки. А здесь он позволяет малышке, позволяет есть со своей чашки и очень стойко терпит все ее издевательства, как она его кусает, царапает. Ну, играючи, конечно, но все равно ему бывает больно и неприятно, но он стойко терпит и ей не отвечает. Прошло уже 3 месяца, как Луна живет с нами, и мы решили ее стерилизовать. Сделать прививки, ну и вообще сделать осмотр у ветеринара, потому что на животе у нее образовалась какая-то шишка. Ну и вот мы у врача. Ждем, когда нас осмотрят.
Здесь уже нашей малышке дали наркоз, и сейчас начнется операция. Помимо стерилизации, у нее еще нашли грыжу на животе. И сейчас это будут все удалять. Операция прошла хорошо, ей удалили грыжу, ее стерилизовали. Все прошло спокойно, она еще не отошла от наркоза, пока еще спит. И сейчас мы везем ее домой и будем дальше проходить реабилитацию. Здесь она только-только отошла от наркоза, только открыла глазки. Веня, конечно же, от нее не отходит. Он не понимает, что случилось с его девочкой. Почему собаку увезли веселую, а привезли спящую и такую грустную. Она спит, и он возле нее. И вот прошло уже 9 месяцев, как малышка Лу живет с нами. Конечно, это уже не малышка, это уже почти взрослая собака. И я надеюсь, в ее памяти не всплывают те страшные моменты начала ее жизни. И надеюсь, что ей с нами нравится, ей с нами повезло. Нам так с ней повезло точно, потому что это настолько милая, добрая, воспитанная и послушная собака. Я просто на нее не нарадуюсь. Она настолько какая-то спокойная, я не знаю, она никогда нам ничего не погрызла, не нашкодила. Дело даже не в этом, она просто полюбила нас так же, как и мы, и Веня полюбили ее.